Друзья, всем привет! И сегодня я хочу рассказать вам про нашу новую посылочку, которую мы получили с нашего любимого Алиэкспресса. Мы заказали себе еще одну камеру. Она пришла вот в таком вот пузырчатом пакете. Пострадала немного, как мы видим, при перевозке. Загнула коробочку неплохо. Ну, конечно, как же работает наша почта. Все кидают налево-направо. Но камера рабочая, и сегодня я расскажу вам про нее, что это и что она умеет. Поехали! Это не первая наша камера видеонаблюдения. Мы уже покупали себе камеру, вешали на даче, настраивали, и подробно все это рассказывалось вот в этом плейлисте. Обязательно зайдите, посмотрите по ссылочке. Все было очень подробно разжевано, рассказано, и, если честно, год пользования камерой прошел просто на ура. Все отлично, камера работает. Она висит у нас на даче, продолжает следить за нашим дачным домиком успешно. И мы решили прикупить себе еще одну камеру, чуть лучше, чем предыдущую. Та была у нас камера на 2 мегапикселя изображения, эта камера на 3 мегапикселя, заодно и сравним качество картинки. И на самом деле у них есть очень большая разница, о которой я вам в дальнейшем расскажу. Ну а теперь давайте откроем это чудо-устройство. Итак, что мы имеем в коробке? Начнем с самой коробки. На нем написано, что это у нас умная Wi-Fi камера, работает по Wi-Fi. Как видим, это камера без 3G, 4G модуля, в которую можно вставлять карту памяти до 128 гигабайт, с детекцией движения, motion detection, с облаком, конечно же платным, бесплатного, к сожалению, китайцы ничего не дают, с дневным и ночным модом, с инфракрасной подсветкой, которая, как указывает производитель, светит на 30 метров. Жмет она в новый кодек H265, то есть очень сильное сжатие будет идти без потери качества. И Waterproof — это у нас влагозащитная и пылезащитная камера стандарта IP66. В любом случае, если вы вешаете такие камеры на улице, то их нужно вешать под навес. Ни в коем случае вода на нее капать не должна. Так, что же у нас внутри? Внутри коробки нас встречает блок питания на 12 вольт. Розетка у нас работает от блока питания, точнее камера. Все это дело втыкается в розетку, а с этой стороны втыкается в камеру. На блоке написано, что это у нас блочок на 12 вольт 2000 мАч. Дальше разного рода заглушечки. Это нужно в дальнейшем, чтобы вешать на концы проводов, чтобы влага в них не поступала. Пару монтажных шурупчиков. Инструкция, на которой мы подробно остановимся. И сама камера. Как видите, камерка похожа на нашу предыдущую, но спереди она, конечно, выглядит попрезентабельнее. Здесь мы не видим никаких инфракрасных светодиодов, они спрятаны за вот этой вот черной стекляшечкой. И, конечно же, две Wi-Fi антенки. Плюс уже видно сразу сходу отличие от нашей предыдущей камеры, что в этой камере на конце не 2 ответвления, а 3. Питание, LAN, и здесь у нас будет спрятана кнопочка сброса. Так, а снизу мы видим у нас слот под SD-карту. В предыдущей камере у нас там тоже была кнопочка сброса. Сейчас мы его откроем. Вот, мы его открываем и видим, что здесь тоже есть кнопочка сброса. Здесь она тоже дублируется. Ну и слот под SD-карту.
Так, и мы брали камеру с флешечкой в комплекте. Продавец кладет вот такие вот флешки Mixza. Я опять же брал на 32 гига. Как показала практика, с 2-мегапиксельной камерой флешечки на 32 гигабайта хватает для четверо суток, в принципе, записи в нормальном качестве. Ну а теперь, друзья, расскажу вам про основную фишку этой камеры. И основная фишка ее заключается в том, что данная камера работает у нас с приложением Tuya Smart. Это говорит о том, что эта камера не просто так камера видеонаблюдения, она предназначена для подключения к системе «Умный дом». И ее можно ввязывать в кучу разных сценариев, которые умеет делать данное приложение Tuya Smart. Если наша предыдущая камера работала с приложением ICCE, вот так выглядел логотип этого приложения, то это уже абсолютно другая тема. И, к сожалению, к ICCE мне не удалось подключить данную камеру. Поэтому работать она может только в Tuya Smart. В целом про Tuya Smart в интернете очень-очень много всякой интересной информации, видосов. И вот возникла такая идейка, может в дальнейшем мы соберем себе умный дом. То есть можно поставить камеру, когда кто-то будет подходить к камере, можно поставить какую-нибудь, опять же, релешку на свет, будет включаться где-то освещение. Будет приходить, конечно же, уведомление с фотографией на телефон, что там кто-то прошел. На то же самое приложение Tuya можно завязывать кучу разного рода датчиков. Датчиков газа, датчиков движения, датчиков открывания, датчиков подтопления воды, всякого разного рода электронные клапана, электронные розетки, выключатели, все что угодно. Там список неимоверный. И во всей этой системе завязывается данная камера. То есть она работает в системе умного дома, что наша предыдущая камера не умеет. Но она и дороже в 2 раза. Если я предыдущую камеру покупал примерно за $20, то эта камера обошлась нам уже порядка 40. Разница, как видите, налицо. Ну и, конечно же, у нее будут лучше эти технические характеристики. В нее идет 3 мегапикселя против 2 предыдущих. Да, в принципе, все остальное и как и было. Поразбиравшись с настройками данной камеры, я понял, что она лишена нескольких, к сожалению, очень интересных функций, которыми были у нашей предыдущей камеры. Здесь эта камера не умеет посылать фотографии на электронную почту. Эта камера не умеет посылать видео при тревоге на электронную почту. Поэтому функционал у нее получается относительно предыдущей модели как-то обрезан, что ли, хотя она дороже. Но зато она работает в системе умного дома. Поэтому данная камера покупается только в том случае, если вы хотите пользоваться приложением Tuya Smart. Если это вам не надо, то в принципе можно сэкономить и взять другую модель камеры, 2-мегапиксельную, с кучей разных интересных функций, которые у нас есть. Обзор я ее делал вот по этой ссылочке. Ознакомьтесь, если вам будет интересно. Ну а мы продолжим рассматривать эту модель. Итак, о чем же нам рассказывает инструкция? Инструкция нам рассказывает про подключение данной камеры. И инструкция, кстати, в этот раз на английском языке с кучей картинок, и все очень подробно расписано, в отличие от предыдущей модели, где картинки были пустые, а слова на китайском. Итак, все стандартно. Крепим камеру, подключаем, скачиваем приложение Tuya Smart и по приложению находим данную камеру. Если предыдущую модель мы искали в Wi-Fi сети, то этой достаточно показать QR-код с телефона, и она у нас подключится уже к нашему телефону. Так, ну что ж, давайте попробуем включить данного зверя. А чтобы нам было удобнее это сделать, я соорудил из детского конструктора небольшую подставочку. Сейчас мы все это дело соберем и подключим. Итак, давайте посмотрим, как ведет себя камера, когда мы включаем ее в розетку. Welcome.
Как видим, камера проходит инициализацию, калибруется, проверяет работоспособность инфракрасных светодиодов и переходит в стандартный рабочий режим. Очень часто бывает такое, что китайцы перед отправкой проверяют такие устройства, и поэтому они уже приходят подключенные к, допустим, у тех же самых китайцев, к их аппаратуре, к их мобильным телефонам, к их приложениям. И многие пользователи не могут сразу из коробки подключить камеру. Для этого в любой из моделей данных камеры можно скинуть к заводским настройкам, удерживая примерно 5-10 секунд кнопку сброса. Либо там, где флешка на самой камере, либо вот на таком вот отдельном ответвлении. При включенной камере жмем эту кнопку и ждем, пока камера скажет, что она скинулась до заводских настроек. Все, отпускаем кнопку. Камера сказала, что она скинулась до заводских настроек. После этого ее уже можно подключать и настраивать. Как видите, спереди есть датчик освещенности, но нет никаких дополнительных обычных светодиодов. А инфракрасные есть, и производитель заверяет, что светят они аж на 30 метров. С обратной стороны камера имеет большой динамик, а внутри ее есть микрофон, поэтому эта камера с двухсторонней обратной связью. Вы можете говорить в мобильное приложение, либо в камеру, а ваш оппонент, стоящий рядом с камерой, либо с мобильным приложением, будет вас слышать. Ну что ж, теперь мы настроим нашу камеру. И вот что она говорит нам после первого включения, а именно после сброса. Welcome to use intelligent camera. Please use QR code, net pairing or AP mode to configure the device. Камера готова к подключению, и давайте попробуем подключить ее к нашему приложению Tuya Smart в мобильном телефоне. Итак, дорогие друзья, качаем наше приложение Tuya Smart из Play Market или из Apple Store, в зависимости от того, какой у вас телефон. И запускаем. Проще всего, на самом деле, отсканировать QR-код, который был у нас на инструкции. После проходим простую регистрацию, здесь я подробно останавливаться не буду, и по итогу переходим вот к такому вот меню, которое нам говорит о том, что у нас нет устройства, и давайте его добавим. Итак, жмем кнопку «Добавить устройство», заходим в видеонаблюдение и выбираем смарт-камера Wi-Fi. Программа просит нас перезагрузить данное устройство. Подтверждаем, что мы услышали звук. Жмем вперед. Выбираем наш Wi-Fi. Напомню, что Wi-Fi обязательно должен быть в диапазоне 2,4 ГГц. Эта камера не работает в 5 ГГц Wi-Fi. Жмем далее. После чего приложение показывает нам QR-код и просит показать QR-код камере на расстоянии примерно 15-20 см от камеры. Итак, показываем нашей камере QR-код. Scan successfully. Connecting to the network. Connecting to the server. Configure successfully. You may use the camera now. И, как вы могли услышать, камера подключилась к нашему Wi-Fi, подключилась к серверу и готова к использованию. И вот что мы можем видеть после того, как мы подключились к нашей камере через мобильное устройство. Как вы видите, с нижней части экрана мы видим непосредственно сам интерфейс управления камерой, а сверху мы видим картинку. Картинка у нас получается достаточно сочная, с хорошими цветами, с большим углом обзора. Как видите, видна практически вся комната, хотя комната небольшая. Цвета ярко выражены, искажения на камере минимальные.
Вот что мы увидим, если мы выключим свет. Камера переходит в черно-белый режим и включает инфракрасную подсветку. Если свет включится, то камера перейдет в обыкновенный цветной режим. И, кстати, что могу сказать, что в этой камере нет обычных светодиодов. Она светит только инфракрасным светом в темноте. Как обычный прожектор, работать она не может. Ну а теперь давайте пробежимся по настройкам и по опциям самого мобильного приложения. Итак, что же мы видим на главном экране? Мы видим изображение с самой камеры, и в нижней части экрана мы видим джойстик управления, нажимая на который мы можем крутить камеру или влево, или вправо, или вверх, или вниз. Все как нам удобно. Любое управление удаленное. Также плюсиком и минусом мы можем или приближать, или отдалять картинку. Но надо помнить, что это всего лишь цифровой зум, и никакого объектива с оптическим увеличением в камере у нас нет. Далее мы рассмотрим с вами настройки. Заходим сверху в троеточие, и что мы видим? Повтор, сообщение, режим конфиденциальности, альбомы, просмотр нескольких камер и настройки. Зайдя в повтор, мы зайдем в меню, в котором мы можем посмотреть записанное до этого видео на флешечку. Зайдя в сообщение, мы увидим, что были сработки по движению в такое-то время, и камера будет показывать, когда, кого и где она увидела. Там сохраняются скриншоты. Если мы включим режим конфиденциальности, то камера как бы выключится. И в приложении она не будет показывать, что происходит там, где висит камера. Но что интересно, при этом вроде как запись на флешку продолжается. Далее опция «Альбомы». И здесь мы видим записанные нами собственноручно один скриншот и одно маленькое видео. Это то, что мы записывали сами вручную. Просмотр нескольких камер. А в данном случае, если у нас есть несколько камер, то мы можем добавлять их сюда такой сеточкой по 4, 9 или 16 штук. Но в нашем случае камера только одна. И основное меню настроек. В верхнем меню мы видим информацию об устройстве. Мгновенный сценарий и автоматизация позволяют нам настраивать те самые очень интересные режимы умного дома. Для примера, как я уже говорил, кто-то попадает в поле зрения камеры и где-нибудь включается световая релешка, загорается свет. На самом деле настроить можно все, на что хватает фантазии. Переключение режима конфиденциальности. Этого я уже рассказывал. В меню «Основной набор функций» мы можем перевернуть экран, если камера висит вверх ногами, отображать время водяным знаком на видео и включать режим разговора, либо двухсторонний, либо односторонний. Далее идет режим ночного видения, режим авто, в котором изначально работает наша камера, инфракрасный режим и цветной режим. Следующим пунктом у нас идут настройки оповещения при обнаружении. Здесь можно поставить, что оповещение при обнаружении движения, то есть камера нам будет пересылать на мобильный телефон уведомление о том, что случилось какое-то движение. Можно выставить разного рода чувствительность от низкого до высокого, поставить функцию обнаружения человека, иначе она будет реагировать абсолютно на все подряд. И можно включить отслеживание движения. Если камера поймает в объектив человека, либо иной объект, она будет за этим следить. И также есть такая настройка, как таймер. Можно поставить, чтобы камера включала обнаружение движения в конкретное время. То есть вы на территории, камера не реагирует. Вас нет на территории в какое-то конкретное рабочее время, например. Камера реагирует. Следующим пунктом идет настройки хранилища, в котором мы видим информацию про нашу SD-карту и где можно включить или выключить запись, а также отформатировать карту памяти. Приобрести опцию
Нажав сюда, мы переходим в меню покупки облачного хранилища. Если вы хотите, чтобы ваши видео хранились в облаке, то, конечно же, платите денежку. Оффлайн уведомления. И дальше мы видим другие настройки. Это fuck you и обратная связь. И здесь стандартный набор вопросов, что делать, если что-то не работает. В меню «Общий доступ к устройствам» вы можете также добавить своих родственников, друзей, кого угодно, чтобы у вас был общий доступ к одной и той же камере. Также можно добавить ярлык на главный экран по камере. Можно обновить устройство, зайти и поставить новую прошивку на нашу камеру. И также перезапустить устройство и удалить устройство из системы умного дома. Что касаемо информации о видеофайле, то мы можем видеть следующее. Вот такое разрешение и битрейт по записанным видеофайлам. Так что вот такая вот интересная камерка, дорогие друзья. Если вы хотите себе систему «Умный дом», в котором будет подключена смарт-камера по Wi-Fi и будет исполнять какие-то интересные команды, функции, все это в составе видеонаблюдения и с приложением Tuya Smart, то это отличное решение данной задачи. Если же вам нужно самое простое видеонаблюдение без умного дома, то я бы посоветовал обратить внимание вот на такую модельку камеры. Ссылочка будет сверху, не пропустите. Такую камеру мы уже пользуем год, она в 2 раза дешевле. В принципе, выполняет тот же самый функционал, что и эта камера, но без привязки к умному дому. Но зато есть другие интересные фичи, такие как FTP и посылка видео фото на электронную почту. Ну, а мы в дальнейшем попробуем что-нибудь сделать с этой камерой. Возможно, докупим еще несколько всяких разных устройств, такие как умные розетки, датчики и еще кучу всего. И попробуем соорудить себе систему умного дома. Ну а на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, там будет ссылочка на эту камеру, где я ее брал. Всем пока!